Привет, друзья! С вами Алекс из Шри-Ланки. Город Порт-Гале является столицей южной провинции Шри-Ланки. По мнению некоторых историков, именно Гале соответствовал ветхозаветному городу Таршин, из которого царь Соломон вывозил ланкийские самоцветы и слоновую кость. Один из крупнейших центров торговли на Цейлоне, каким с древнейших времен являлся Гале, был очень популярен у купцов из Греции, Персии, Индии и Рима. Византийский купец Космай Дикоплеест упоминает город в своем трактате «Христианская топография», который был написан в 545 году после многочисленных путешествий. В 1344 году в Гале, носящем тогда имя Гимхатифа, побывал прославленный арабский путешественник Ибн Батута, который отзывался о торговом городе как о главном порте на острове Цейлон. О каких-либо укреплениях в Гале не было ничего неизвестно до момента, когда на землю острова ступили первые европейцы. В 1505 году португальские мореплаватели, направляющиеся в Коломбо, сбились с курса во время шторма и блуждали в океане в предутреннем тумане. Петушиное кукареканье, донесшееся до моряков сквозь пелену тумана, стало знаком, что рядом земля и к тому же обитаемая. Высадившись на скалистом берегу, португальцы назвали эту местность Гале в честь предвестника их спасения, петуха, по-португальски Гала. Так началась история колонизации южной провинции Кандийского государства, которую португальцы очень быстро завоевали благодаря флоту и оружию. Лишь только в Канди, расположенном в глубине острова, местное население оказывало ожесточенное сопротивление и смогло сохранить независимость. Доходная торговля корицей, слонами и слоновой костью отныне была объявлена монополией португальцев, которые также торговали специями и экзотическими фруктами. Во многих прибрежных поселениях началось возведение фортов, в которых строились целые городки с домами для торговцев и португальской администрации. Активное обращение местного населения в католическую веру увлекло за собой строительство многочисленных храмов, опекаемых различными монашескими орденами, францисканцами, доминиканцами, иезуитами и другими. Францисканская часовня появилась в Гале в 1543 году, но до наших дней от нее осталось лишь небольшие фрагменты. В 1588 году произошло вооруженное столкновение кандийцев и португальцев, после чего в Гале началось возведение крепостного вала и 3 бастионов, которые защищали город с северной части. Поспешно возведенная крепость была названа Санта-Клус-Фортезела. Она благополучно просуществовала чуть более 50 лет, вплоть до вторжения голландцев. Океанское побережье близ Гале считалось неуязвимым из-за сильного течения и множественных скал, поэтому эта часть берега оставалась неукрепленной. В начале 17 века на Цейлоне начали появляться голландцы, с которыми кандийский король был вынужден заключить союз против португальцев. В 1640 году голландцы осадили португальскую крепость в Гале и через несколько дней смогли сломить оборону. Многолетнее противостояние двух сторон, каждая из которых имела огромную заинтересованность в свободной торговле на благодатном острове, завершилось полным изгнанием португальцев с их бывших владений. Начался новый период в истории Гале, связанный с деятельностью голландской Ост-Индской компании, одной из самых богатых торговых компаний в мире. Полуразрушенный португальский форт, состоящий большей частью из чистоколов земляных валов, было решено заменить на более мощное укрепление. В этот период вокруг побережья Гале появились массивные гранитные стены, которые в сочетании с коралловыми рифами делали торговый порт неприступным для флота англичан, французов, датчан и испанцев. Крепостные стены, за которыми жил своей жизнью целый городок, были защищены 14 бастионами, а попасть внутрь со стороны суши можно было только через северные ворота. Они были построены в 1669 году и имели подъемный мост через ров. Наибольшего расцвета форт Гале достиг в первой половине 18 века, когда здесь проживало около 500 семейств. Помимо жилых домов, за стенами форта находились различные государственные торговые здания, склады и мастерские ремесленников. В 1729 году завершилось строительство волнорезов, защищающих город от бурных штормов в сезон дождей. В 1775 году в Гале была выстроена протестантская церковь в стиле барокко, которая сейчас считается старейшей на острове.
О том, что Галле являлся все-таки укрепленным фортом, а не простым городом, напоминает резиденция коменданта крепости, арсенал и пороховой склад, казармы и караульные помещения. В конце XVIII века на смену голландцам пришли англичане, которые в 1796 году почти полностью захватили остров Цейлон. В феврале того же года, через неделю после сдачи Коломбо, форт Галле был покинут голландцами. Значение Галле как торгового порта вскоре стало уменьшаться, поскольку англичане предпочитали вести дела в Коломбо, но город по-прежнему оставался административным центром, а старинный форт поддерживался в надлежащем состоянии. В период британского протектората форт Галле периодически обновлялся и пополнялся новыми сооружениями – маяком, воротами между бастионами Солнца и Луны, часовой башней, возведенной к юбилею королевы Виктории в 1883 году. В годы Второй мировой войны в форте были проведены незначительные работы по укреплению защитных сооружений. А в 1988 году форт Галле и старый город были включены в список мировых культурных наследий ЮНЕСКО. В декабре 2004 года город значительно пострадал во время цунами, но гранитный форт выстоял это испытание и еще раз доказал, что выстроен на века. Форт Галле, который сейчас находится в прекрасном состоянии, один из самых сохранившихся колониальных фортов в Азии. Над воротами в камне вырезан щит с монограммой Остинской компании, изображением двух львов и петуха. По периметру форт окружен массивными стенами, постройки внутри практически разрушены. Также стоит обязательно подняться на старый маяк, откуда открывается прекрасный вид на город. Итак, друзья, не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.